Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео мы с вами опять сегодня стрижем каскады. Давайте посмотрим на базу нашего клиента. Этот клиент, сразу скажу, моя старшая дочь, которая во время очередного моего отъезда сделала себе ботекс. И вот вам результат ботекса на осветленные волосы 6 месяцев спустя. Дочечка наивно надеялась, что волосы можно восстановить всякими масками, примочками, но чуда не случилось, и единственный способ – это сделать стрижку, чем я и займусь сейчас. И теперь мне предстоит подстричь хоть какую-то вменяемую стрижку. За основу беру самую короткую прядь на макушке. Это отвалившиеся очень длинные волосы. Эта прядь находится в зоне Е, но стричь мы начнем с зоны А. В прямоугольном проборе по центру затылочной зоны определяем зону А. Затем висок номер 1. Тоже понятно, что есть подо что подогнать, под самую короткую. Далее висок номер 2. Хорошо увлажняем волосы и стрижем второй висок на том же уровне, что и первый висок. После этого стрижем зону челки. Отделяю челку до лобных впадин. Собираю волосы челки по центру и стригу на уровне центральной пряди для того, чтобы получить удлинение челки по бокам. Это очень удобно, и челка будет симметрична. По центру волосы короче, по бокам длиннее. Начинаем стричь зону А. Это зона окантовки или длина стрижки. Стрижем с прямоугольного пробора с центра вправо или с центра влево, без разницы. Стрижем, находясь напротив той зоны, которую стрижем. Этот метод называется прядь за прядью. Зона, которую стрижем, должна находиться прямо перед мастером. Тогда мы получим окантовку параллельно горизонту. То есть никакого удлинения здесь нет, потому как нам надо соединить затылочную зону с височно-боковой, которая достаточно короткая. Это результат отвалившихся волос после ботокса волос. Далее соединяем зону А с первым виском. Затем волосы
Направляем параллельно краевой линии роста волос и соединяем зону виска с зоной челки. Никаких резких движений, потому как волосы отвалились в разных местах и очень много пробелов. Под пробелы я не стараюсь стричь, потому что это уже мелочи, а длину мы хотим все-таки сохранить. Про ботокс я вам потом что-нибудь интересное расскажу, а пока посмотрите на качество волос после ботокса. Но это уже волосы отросли, уже прошло полгода. Вкратце про ботокс скажу так. Его ни в коем случае нельзя делать на поврежденные-осветленные волосы. Категорически запрещено. Иначе получите вот точно такую же картину. Левую сторону мы подстригли. Теперь идем с центра вправо. И делаем те же самые движения. Находимся напротив той зоны, которую стрижем. Пальцы держим параллельно горизонту. Дойдя до второго виска, наугад здесь не получится подстричь длину виска. Я пользуюсь всегда методом точным. Использую линейку. Отделяю прядь волос за ухом. Измеряю ее от пробора. У меня получилось 28 сантиметров на одной стороне, которую мы уже подстригли. Эту же длину надо отмерить на противоположной стороне. Отделяю прядь в той же зоне, что и слева. Линейка от пробора, который находится по центру. И нахожу 28 сантиметров. Этот метод очень точный, я практически всегда им пользуюсь, когда нет вариантов сделать быстро симметрию. Стрижем височную зону и соединяем эту зону с затылочной. Это зона А и второй висок. Затем височную зону надо соединить с зоной челки. Это третья точка. Техника Big Step большой шаг основана на соединении двух точек, которые мы должны сами создавать. Это очень удобно, и я считаю, что это единственно правильные способы стрижек.
Все остальное, стрижки наугад, это все игрушки. Кто еще не наигрался такими вещами, они продолжают это делать. Затем в зоне Е, так как у нас там заданная длина уже была, это самая короткая, которая осталась, мы ориентируемся на эту длину волос. И под 90 градусов, так как у нас нет второй точки, но есть градус, под 90 градусов оттягиваю эту прядь и создаю вторую точку, зону B. Дальше стригу зону B на уровне этой точки. Те волосы, которые выпадают, это волосы с зоны С. Так как задача все-таки отращивать волосы, я не делаю градуировку по всей длине волос, а только в зоне Е и Б. В данной стрижке волосы зоны С подстрижены на уровне зоны А. Поэтому, когда я подняла волосы зоны С вверх, я их не трогаю, так как они уже подстрижены. Градуировку в зоне С я не делаю, потому что цель моего клиента – отращивать волосы одной длины. Таким же образом стригу всю затылочную зону на уровне предыдущей подстриженной. Эти две точки очень хорошо видны. Убираем погрешности. Левую затылочную сторону мы подстригли. То же самое делаем и на правой стороне. По центру у нас есть уже контрольная прядь. И я стригу все волосы на уровне этой контрольной пряди. Отделяю волосы большими участками. Нижние волосы выпадают, я даю им выпадать. Это моя задача, их не трогать. Напоминаю, что эти волосы с зоны С. Можно доработать линию А, подстричь волосы внутренних слоев. Для этого попросить клиента опустить голову вперед. Далее стрижем зону D. Это теменная зона. Отделяю прямоугольник в теменной зоне. Захватив при этом прядь из зоны Е, которая у нас уже была подстрижена ранее.
и стригу на уровне зоны Е и зоны челки под цифрой 3. Опять я создала две точки. Это зона D и висок номер 2. Между ними находится зона Е. Беру большие участки волос и соединяю зону D со вторым виском. И мы, получается, работаем в зоне Е. Это шляпная зона. То же самое делаю с противоположной стороны. Зона Е – это зона соединения теменной зоны с височно-боковыми зонами. По окончании стрижки дорабатываю зону А, филирую концы, но без фанатизма. Для того, чтобы сгладить текстуру нижних волос с верхними. Ну вот, сделала, что могла. После этого наступает момент истины. Мы сушим волосы и получаем вот такой результат. Видите, как стрижка может преобразить даже самые убитые волосы. Теперь, конечно, никто не заставит сделать ботекс, как она мне призналась. Вот она, моя красавица. Волосы максимально мы оставили, которые можно было оставить. А то, что следовало убрать, мы благополучно состригли. Новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.